Приветствую вас на канале Рукоделки-посиделки, и это 13-й вязовлог, где я вам расскажу, что я делала, какие у меня были успехи и неудачи. Всем привет! Началась моя новая творческая неделя, хочу с вами поделиться, что я начала делать. Ой, у меня какая-то эта творческая неделя и совсем не творческая, что-то мне ничего не получается. Сейчас вам немножко расскажу. Ну, во-первых, я сейчас буду садиться записывать третью часть мастер-класса по девочке арбузик. Первой и второй части связали вот такое тельце в штанишках, попочке. Сейчас буду снимать, как делать волосики, платьице и ободочек. Это я настраиваюсь, подготовила уже ниточки только что. Сейчас отсниму этот кусочек видео и буду садиться записывать этот мастер-класс, потому что уже время столько, уже давно было сделаны первые две части мастер-класса, сейчас буду записывать третью, это откладываю. Потом я вам рассказывала о том, что я хочу связать девочку огонька. Вот посмотрите в левом верхнем углу, вот по этому мультику элементарно я хочу связать девочку огонька, составляю схему. Ну, чтобы вы видели, как это все происходит. Видите, потеркана. Ой. Ну, в общем, я стараюсь, но что-то мне не нравится. Ну вот вроде ножка красивая, но это же вот коленка, смотрите. И она огромная. Не знаю, я, наверное, буду распускать. Потом посмотрите, как по мультику, хочу обратить ваше внимание здесь, у нее действительно с ножки переходит цвет в красный, оранжевый, потом желтенький. Вот что-то такое мне хотелось сделать. Ну, почему-то мне не получается. Смотрите, я вот и пыталась вот так делать. И потом здесь переход, и тут на желтый. Но мне кажется, что оно смотрится как-то не очень. Как вам? Я, наверное, буду распускать. Не знаю, еще подумаю. Денек второй. Ну что-то у меня не лежит сердце до такого. И, кстати, я поделилась с моей мамой этой идеей. И что? И что вы думаете? Она уже связала девочку огонька. Но мы с ней договорились, что у нас они будут разные. Но я вам все равно покажу фото. Вот, смотрите. Самый лучший мой вдохновитель — это мамочка. Смотрю на нее и зажигаюсь тоже идеями. Вот так. В общем, это я откладываю, я буду думать, не знаю, вряд ли я буду в таком виде продолжать, еще подумаю, может, вы мне что-то посоветуете. Притом, еще у меня цель начать снимать мастер-класс тоже сегодня-завтра по этому органайзеру, помните, я вам показывала. Я его уже использую по полной мере, видите, у меня тут мои крючочки, мои ножнички, когда я еду в поездку, беру с собой рукоделие, очень удобно. Но вот это еще надо сделать, у меня столько начинаний. И как-то вечером мне было грустно, мне не получалась эта нога, и я начала вязать новое чудо. Вау! Как думаете, что это будет? Может, это будет рыбка, может, это будет сердечко, а может быть, это будет кто-то другой? Вам интересно? Тогда я вам покажу через пару минут. А сейчас пока-пока. Пошла я делать мастер-класс по девочку-арбузику. Пока-пока. Всем привет! Я получила посылочку с Алиэкспресс и сейчас хочу с вами поделиться, с вами вместе открыть, что же я заказала. Вам интересно? А мне как интересно. Заказывала классную штучку. А что же мне пришло? Давайте посмотрим. И это ниточки. Ниточки. Почему я решила заказать нитки с китайского сайта? Ну, во-первых, меня привлекла цена. И почему?
продавец заявил, что эти ниточки, они светятся в темноте. Ну, вот такие два цвета я заказала. Ну, такая немножко толстоватая, как по мне. Ну, не знаю, посмотрю. Вот здесь состав. Какой же здесь состав? Поближе посмотрю. Здесь предлагают, не говорят о количестве метража, просто говорят, при какой градусе стирать, да и все. Ну что, интересно вам будет, что я свяжу с них? Давайте узнаете об этом позже. Всем привет! Вот сажусь, включила фильм «Энн из зеленых крыш» и буду сейчас делать мою куколку, буду переделывать. Вот видите, я вам рассказывала, керамическая куколка. Мне кажется, это символично. Вот этот фильм «Энн из зеленых крыш», тогда тоже пользовались девочки, у них были керамические куколки. И вот я хочу под этот фильм поменять тельце этой куколки, привести ее в порядок. Я очень люблю фильм 85-го года, а это новый какой-то. Вот как раз у меня будет такой вечер, буду делать эту куколку, реставрировать, и посмотрю новый фильм современный. Ну, потом вам покажу, получилось, что у меня с моей красоткой и как мне этот фильм. Сейчас до новых встреч. Пока-пока. Всем привет. Ну что, хочу вам показать. У меня еще одна была покупка на Алиэкспресс. Вот я ее уже открыла, эту посылочку. И смотрите, я заказала крючочки. Здесь в наборе шло 16 крючков. Стоимость что-то там до $2. Ну, вообще, мне показалось это очень-очень недорого. И я решила рискнуть, посмотреть, что же это за крючки. И вот смотрите, они все пришли вот так, с крышечками или как с колпачками, как это сказать. Размер, сейчас я посмотрю, какой самый маленький и самый большой. Множество размеров. Самый большой, по-моему, сейчас я найду. Какой же это будет? 2 или... Нет, 2,5. Вот, 2,5. А самый маленький, где же он? Где же самый маленький? Итак, а самый маленький 0,5. Посмотрите, крючочки хорошие, мне понравились. Я уже даже начала вязать одним крючком, испробовала его в работе. Так что, если вам интересно, что это за магазин, и вы хотите тоже такие же себе крючочки, напишите мне в комментарии, я оставлю ссылку на магазин. И покажу вам, вот этим крючком я начала вязать. Видите, здесь стирается номер крючка, так как пальчиком как раз я вяжу, когда вяжу тут тру. Ну, надо будет что-то придумать или просто потом уже подбирать крючок под саму ниточку. Ну, вот так. А что же я начала вязать? Я покажу вам процессы. Помните, я вам рассказывала об огоньке, вот об этой ножке, которую я вязала, о моей неудаче. Я ее еще, как видите, не распустила. Ой, да, вяжу по фотографии. Ножка красивая сама, но очень-очень большая. И вот этот переход, как я вам уже говорила, как-то он мне не очень нравится. Поэтому я решила начать вязать другую ножку. Ну и вот, смотрите, я начала новую.
она немножко отличается. Будет она у меня красного цвета. С мамой я советовалась, и мы приняли решение, что она будет полностью, эта кукла, красного цвета, и лишь только от шейки и лицо будет вот такого оранжевого цвета, как огонек. Вот такая она двойная у меня будет. Потому что с вот этими переходами разных цветов у меня не получается. И видите, я ее вяжу чуть-чуть меньше. Ну, надеюсь, вам видно, тут такая пестрая у меня сегодня скатерть. Вот посмотрите, ножка будет меньше, и сама куколка будет по высоте меньше. Видите, я хочу сделать ей ножки чуть-чуть пошире, и вот здесь шире, потому что, как на картинке, она более такая объемистая куколка, персонаж. И вот я как раз сейчас нахожусь в процессе. Это увлекательно, но нужно время. Видите, к сожалению, пришлось перевязывать. Не всегда все получается с первого раза. Но я не рассматриваю это как неудачу, я рассматриваю это как опыт. Игрушка создается. Я вяжу, записываю каждый шаг свой, так, чтобы была возможность в будущем создать мастер-класс. Может, кому-то будет интересно. Персонаж из мультфильма классный, и мне кажется, идея тоже замечательная. Видите, вот это процесс я откладываю, он будет у меня и на следующей неделе. Так, это я отложу пока. Ну и я вам покажу, смотрите, какое чудо я связала. Это вот та загадка, которая была в начале вязовлога, что же я связала. Вот такого классненького зайку. Зайку, у нее, видите, хвостик, ушки в виде сердечка. Связала его буквально за пару часиков, и, на мой взгляд, это чудесная игрушка на подарок. Вот если надо быстро кому-то что-то, какую-то милоту подарить, раз-два и готово. Как вам такой зайчонок? Мне очень понравился. Пока его поставлю сюда, пусть стоит. Вот так. Что же еще я делала? Смотрите, это сердечные подстаканники. На канале вышел бесплатный мастер-класс подстаканники сердечные или сердечко крючком. Ссылку здесь я вам оставлю в правом верхнем углу. Зайдите, посмотрите, кому интересно. Вяжутся легко, просто, быстро, и они такие классные, прикольные получаются. Буду рада вас видеть. И еще мне пришла такая идея. Смотрите, если взять эти два сердечка и вот так вместе сложить и обвязать вот здесь и вот здесь, а потом пришить здесь завязочку, то получится такой конвертик. Очень милый и красивый. Так что, если кому понравилась идейка, вперед! Будет красивый сердечный пакетик для каких-то мелочей. Ну, что же это такое? Сейчас появился новый тренд в виде гусь завяжусь, а я решила сделать вот такого дракончика, завязончика. Мне понравилась эта идея, я решила создать дракошу как брелок. Он завязывается вот таким образом на сумку, да, и классно так висит. У меня была идея из тех ниток, что я вам показывала, связать такого дракошу или гусика или фламинго, и чтобы он еще светился в темноте. Но это на будущее, а сейчас вот такая создана схема, я ее тоже записала, надеюсь, тоже выйдет мастер-класс чуть позже. Как вам такая игрушка, брелочек? Мне кажется, это очень мило. Вот такой завязончик. Сейчас я его поставлю. Вот, видите? Вот такой брелочек. Но он не стоит, потому что он должен висеть на сумке.
Как это происходит, я вам сейчас покажу. Ну вот таким образом он завязывается на сумочку. Ну и вернемся к моей пряже. Ту, что я купила, я вам показывала, заказала на Алиэкспресс, и это моя неудача. На самом деле я очень разочарована, потому что она не светится в темноте так, чтобы можно было вязать. Но с другой стороны, она немножко светится, и я не могу открыть спор. Ну, в общем, не знаю, все равно я свяжу с вот этой розовой ниточки, я свяжу фламинго брелок на сумку. Конечно, это не будет не то, что я ожидала, чтобы она светилась в темноте, но тем не менее. Будет брелок крупный, потому что нитка крупная. Скорее всего, я буду вязать на номер 3. Ну и вам потом покажу, что у меня из этого получилось. Вот не всегда бывает такая удачная покупка, как у меня в прошлый раз крючки. Это, я считаю, покупка с Алиэкспресс у меня неудачная. Ну что ж, и такое бывает. Хочу много навязать вот таких завязушек брелков. Сейчас это, повторюсь, это тренд вязания амигуруми. И мне хочется разных зверюшек навязать. Это планы на будущее. В следующем вязовлоге посмотрим, какие завязушки у меня появятся. Как вам интересно? Мне самой интересно. Ну, это я отложу. С этим мы закончили. И теперь отчет по кукле. Смотрите, я уже мою фарфоровую куколку разобрала полностью. Вот детальки остались. Видите, она такая лысенькая у меня. Но я ее почистила, хорошо почистила. Убрала весь клей некрасивый внутри, почистила. И смотрите, ножки и ручки тоже я полностью очистила от клея. Он был такой некрасивый, очень пристал. А хотела еще, кстати, показать вам, смотрите, ручки абсолютно разные две. Вот что значит ручная работа. И ножки, а ножки полые внутри. В общем, вот это мое задание на следующую неделю. Парик сняла, потому что, видите, он такой ужасный. А будут у меня, я уже приобрела трессы, вот такие волосы. Мне кажется, такой цвет больше всего подходит. Как вам? Трессы очень качественные. Но вот так, если приложить, то должна получиться очень милая и красивая куколка. Как мне хочется ее полностью восстановить, чтобы она приносила радость и продолжала радовать сердечко. И мое тоже. Хочется сделать ее в таком же стиле винтажном, как она и была. Ну и какие-то новые наряды ей связать и пошить. Но это в будущем. Это планы на следующую неделю. На этом я заканчиваю этот вязовлог. Я показала вам мои начатые процессы, что я успела сделать. Появились 2 новые мини-игрушки, 2 мастер-класса на канале. Пройдите по ссылке в правом верхнем углу, и вы сможете увидеть объемное кружево и подстаканники. Рада была вас видеть на канале Рукоделки-посиделки. До новых встреч!